Друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами поговорим о танке, от которого у меня очень приятное ощущение, хотя машина довольно старая. Это Батчат 25 тонн, Батчатильон, французский СТ 10 уровня. То есть видим, что ветка довольно вся интересная, начиная с Батчат 12 тонн ЛТшки и переходя на Батчат 25 тонн АП, это девятка, тоже хороший танк. 10-й Батчат очень крутая машина, поэтому сегодня поговорим о ней более детально. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Как я уже сказал ранее, Батчат 25 тонн это танк 10 уровня, средний топ Франции, на котором очень прикольно играть из-за того, что у нас есть шикарный барабан, друзья. Видим, что у нас орудие 105 мм, имеет базовое бронепробитие под калибром 259 с альфой 390. У нас 5 снарядов, то есть можем посчитать, что у нас ДПМ в районе 2000 с барабана, а это вообще немало. Муль пробивает 330. Фугас пробивает 53, но на фугасах на Батчате никто, конечно же, не играет. Разброс 0.38, сведение 2,7 секунды. Сведение довольно долгое у машины, это правда. Но это все можно компенсировать хорошим оборудованием. Видим, что у нас шикарная просто у машины динамика. 27, практически 28 лошадей на тонну, 65 км вперед, 23 назад. Мощность двигателя 720 лошадей. Шикарная маскировка с камуфляжем и шикарный обзор. То есть в моей сборке, видим, у меня не самый мощный экипаж. Удалось это все раскачать до 433 метров с шикарной маскировкой. Машина невидимая, то есть действительно с Батчата заходить, играть в такого скрытого охотника вполне реально. Поэтому по оборудованию, друзья, я для себя отметил это вентилятор, стабилизатор и улучшенный прицел. Я играл на многих сборках, но это, как по мне, самое оптимальное. У меня раньше была оптика вместо прицела для того, чтобы пересвечивать противников, но я понял, что это не имеет смысла в нашей текущей игре, поэтому играть можно в такой сборке, меня это устраивает. Плавный поворот башни, плавный ход, боевое братство, маскировка. То есть это самые основные перки. Маскировку имеет смысл здесь качать, потому что она действительно нужна этому танку. С маскировкой Батчат раскрывается гораздо лучше. То есть раньше, кто помнит из олдов, на этих танках до введения таких полноценных ЛТ 10 уровня играли как на ЛТшке, потому что он дико носится, у него очень-очень высокая скорость. Можно спокойно проезжать вперед, отсвечиваться. То есть машина очень крутая. С этим разобрались. Сейчас с вами, друзья, поговорим о бронировании, посмотрим его коллижн модель, а дальше посмотрим шикарный бой. Поехали в коллижн. Коллижн модель этого танка выглядит таким образом. Видим, что у нас ВЛД 120 мм, НЛД 60, борта 100 мм, башня 100 мм, тут 80. То есть, одним словом, машина дикий фугасоприемник, особенно со старыми фугасами, если бы они остались в игре, вас бы критовали полностью в любую проекцию. Сейчас, конечно, он переживает выстрелы фугасов среднего калибра получше. Но если это какая-то FV4005, то вам будет, друзья, очень больно. Иногда случаются не пробития через гусеницу или в пушку, но рассчитывать на бронирование у этого танка не стал бы. Это однозначно. То есть танк полный картон, это нужно держать в голове. Поэтому эта машина для максимально отдаленной стрельбы. Это один сетап, либо же вы заезжаете в шотные танки и добираете их. Это второй сетап. Но в начале боя вам лучше удерживать дальние рубежи для того, чтобы вас не разменяли, потому что ХП не хватает, ставить сюда закалку смысла нет, поэтому вы такой скрытый охотник, который ждет своего момента. С этим, друзья, разобрались, поехали посмотрим теперь шикарный бой на огромное количество урона, поехали в бой. Бой, друзья, у нас, как видим, на карте Тундра забросила сегодняшнего героя в бой с 10 уровнями, то есть уровень боя 11, как называют разработчики. Видим, что у него по оборудованию вентиляция, оптика и стабилизатор. Такой сетап, на котором играл раньше я, до того, как поменял оптику на улучшенный прицел. Но эта сборка имеет место быть также. Видим, что он играет в основном на подкалибрах, и большая часть урона в этом бою, если даже возможно вся, потому что я бой не смотрел, будет нанесена именно на подкалибрах. Потому что я смотрел в результатах боя. Будет огромное количество урона, то есть я советую вам досмотреть бой до конца, он должен быть очень интересный. Хотя, опять же, сам не видел. Но, судя по статистике, бой действительно должен быть очень и очень достойный. Так вот, насчет снарядов, я думаю, что он сыграет чисто на подкалибрах, потому что по окончанию боя он сыграет в плюс. Подкалибр пробивает достаточно, 259 мм для СТшки 10, это очень даже неплохой показатель. Играть на камулях, они медленные здесь, 800 метров в секунду, на них реализовываться довольно-таки сложно. То есть я честно вам, друзья, скажу, я играл и так, часто играл, пробовал в сетапе на камулях для поднятия статистики, но Батчат способен играть
уверенно на подкалиберных снарядах. Поэтому не запаривайтесь, кумули вам не часто пригодятся, это точно. Но прокачать навык интуиции, возить с собой 5 кумулей, чисто один барабан на всякий пожарный, там против какого-то мауса в лоб можно. Кумуль пробивает неплохо, то есть там 330 миллиметров. Очень даже неплохое значение. Подставляется ИС-7, дает первый шот с уроном, второй. Пробует дать третий, не попадает. Как-то странно у него в этом моменте работает прицел. Друзья, я точно могу сказать, что это не читы, потому что я заметил такую особенность. По-моему, у Барабекуса смотрел или у кого-то, кто знает, кто это, вы поймете. Тоже блогер танковый. Он говорит, такие приколы вот с прицелом может быть от разного отличительного значения FOV. То есть у вас в настройках игры есть угол обзора, и у многих игроков он стоит по умолчанию там 95. Это сужает картинку, и из-за этого может в реплее сказываться на непосредственно движении прицела. Поэтому не нужно думать, что бой с читами. Нет, я такие бои сам, конечно, не проверял, я читы никогда себе не ставил, но, объективно говоря, мне кажется, это вполне имеет место быть с конкретно проблемами фова, потому что отдельного ПО у нас для просмотра реплеев пока что нету. Имеем то, что имеем. Он выдал один барабан без одного снаряда, то есть видим, что у него 1400 урона есть. Если бы пробил еще одним, была бы двушка практически. То есть барабан очень комфортный, если не торопиться. Блайндом дает по нему Центурион, он не мог от него засветиться на такой дистанции, это точно. Просто он, скорее всего, пробрасывал по грилю. Здесь рядом гриль и задел нашего сегодняшнего героя. Снова пытается пикать ИС-7. Кто не знает, что такое пикание, это в шутерах, когда вы пытаетесь высунуться, аж заговариваюсь, высунуться на противника. Дает шикарный шот по Центуриону. Добирает его, видим, что второй подкалибр залетает куда нужно, но у Центуриона очень хорошая стабилизация, он сходу попадает. 950 очков прочности остается у нашего сегодняшнего героя. Видим, что счет у нас 3-2. В принципе, команда союзников очень даже неплохо дерется. Гору, правда, пришлось отдать. На этой карте, как я заметил, если гора отдается, это высокая вероятность поражения, потому что горка имеет очень хорошие прострелы как на союзную базу, так и на вражескую, с обеих респов. Поэтому ему нужно как-то менять ход ситуации. Друзья, напоминаю, если вы впервые на канале, не забудьте поставить этому видео палец вверх, подписаться на канал и написать любой комментарий. Я все комментарии читаю и стараюсь на них отвечать. Сдает задом на фош. Очень верная такая позиция на этой машине. Сдавать задом для того, чтобы отстреляться и спокойно уезжать. Дает первый снаряд, фош к нему спиной. Ну, тут фош умер. Поторопился он здесь от рельефа. Добирает фоша, светится Е100 и бабаха 40.05. Ему нужно менять сразу же положение, потому что могут выехать с этой стороны противники, поскольку на горе там всего 2 союзных танка осталось. По счету видим, что он переменился не в сторону союзной команды. Я так полагаю, он будет пробовать заезжать в спину Е100, потому что реально в бою огромное количество урона, и скорее всего это будет часть этого урона потрачена в Е100. 2 более-менее эффективных барабана он раздал, что очень даже и неплохо. Пробует дать по СТБ. Ну, у СТБшки очень неплохая башня. Здесь надо реально везение, чтобы по нему попасть. Мантикора более такая лакомая цель для него будет. Но видим, что... Нет, все-таки Мантикора подставляется. Первый шот, сводится второй. Отлично. Везет ему со вторым выстрелом под калибром. 3 фрага уже в копилке. 3279 урона. Друзья, я заметил, что Бачат, он все еще остается популярным танком, то есть в рандоме их видно довольно часто, и это говорит о том, что машина играбельна. Я сам, как владелец этой машины, могу смело сказать, что она играбельна, это интересная СТ-шка, если играть на нем правильно, вдумчиво и понимать то, что у машины не особо большие запасы очков прочности, нет брони, нужно играть очень аккуратно, но если играть в такую, знаете... охотничью крыску можно очень даже неплохо настреливать. Барабан реально комфортный, двушка с барабана, мало какая машина может таким похвастаться. Когда-то в этой игре Бачат был это самый такой страшный танк, который влетал в любую девятку и забирал ее просто с барабана. Даже некоторые десятки забирались. Проезжает он немного дальше, видит, что убили вражескую 40.05. Здесь остается соточка, у сотки 2200 хп. Так, Бачат помогает сотке, там 1 из 7. Счет выровнялся, 8-7. По ХП, конечно, они проигрывают пока что. Нужно пробовать зайти в спину, разменять Бачата. Там 1800 хп, с барабана он должен его убивать. Потому что если Бачат заедет в борт из 7, это будет очень плохо. Где-то стоит еще артиллерия. Возможно, где-то в этом квадрате. Он, наверное, поехал за артой. Я бы ехал однозначно помогать ИСу-7, потому что, ну, арта это такой себе фраг. Тем более там остался шотный 430. Бачата они хорошо там разменяли, у него 500 хп. Нужно ехать в сотку, это однозначно.
Кому подойдет этот танк, друзья? Ну, я думаю, если вы любитель СТ, если играли на картонных СТ, типа там Леопарда, Прогета 65, то эта машина вам зайдет. Ну, однозначно зайдет, потому что она очень комфортна, на ней интересно играть. Главное лишний раз не подставляться. Имеет место быть игра в конце боя, то есть когда вы спокойно себе... Поспешил он здесь выстрелом. Спокойно дождались момента, выкатили на противника и начали их разменивать. То есть я играю часто в таком формате, то есть в начале боя я не тороплюсь куда-то вкатить. Стараюсь выждать момент, занять, может быть, подсветить, может быть, когда есть необходимость загуслить кого-то. Но в целом я в начале боя ожидаю разъездов, смотрю, где противники давят, где их меньше, и туда, где их меньше, я и отправляюсь. Потому что эта машина способна действительно продавить очень хорошо фланг. И для поддержки Батчат очень сильный танк. Для прорыва, для поддержки, для перелома хода сражения он очень подходит, потому что вы можете вкатить в гущу сражения, из барабана забрать один танк. Если хотя бы там десятка без доп. Закалки по ней разочек закинули, вы можете с барабана спокойно ее забирать. То есть, ну, это нужно иметь в виду. Также нужно реализовывать моменты, где там 2-3 шотных танка. Вы можете просто вкатить, принять в себя от троих урон, ну, если только это там не какие-то 40.05 или сверхтяжелые калибры. Примерно посчитать альфу этих танков. Хотите 3 машины сразу забрать. То есть даже если вы поменяетесь 1 на 3 танка, это в любом случае будет в пользу вашей команды. Вы же это прекрасно понимаете. Не попал в броню Конкереру, но это в принципе нормально у нас ситуация в игре. 2 снаряда пришлось потратить на артиллерию. 4 фрага у него уже есть, 4223 урона, и это не конец. То есть видим, что еще у команды противника 4215 очков прочности. Можно работать, но я так полагаю, там только Леопард фуловый. Судя по тому, что мы видим по ушам команд. Сейчас посмотрим, как он будет с этим справляться. СТБ стала на захват базы. На горе еще есть Леопард и 430У, если только не съехали. Здесь светилась AMX М454. Кстати, очень сильная десятка. М454 после апа. Мы обязательно о ней также поговорим. Я хочу себе ее выкачать. Я смотрю просто, как ребята на ней играют в рандоме. Недавно смотрел стрим Шотника. Вообще он там просто божил на ней реально. Танк, как по мне, очень комфортный стал. Вторая жизнь для машины. Ну, здесь, конечно, 430У ему не даст спокойно по себе пострелять, потому что там тоже, я думаю, не дурачок. Да, 1850 очков у Леопарда. Ему нужно проезжать в гору или забирать француза, потому что СТБшку, я думаю, собьют захват. Ну, я надеюсь на это. И всем не торопится помогать. Вкатывает все-таки в француза. Раз. Отлично. С 2 выстрелов добирает француза. Жаль, конечно, что не с одного, но имеем то, что имеем. 2 танка противника остаются. Это объект 430 и Леопард. Леопард, напоминаю, что фуловый. У него 1850 хп. А это, друзья, немало. То есть, если он заедет и у двоих, у 430 и у Леопарда прокнет альфа, он умрет. То есть, у него не так уж много очков. Видим, 950. Ну, благо Леопард сам к нам приехал. Остается только 430. Ему здесь нужно дозаряжаться, это по-любому. Потому что, ну, Леопард на него вкатит, успеет дать 2 шота точно. У Леопарда там перезарядка в районе 7,5 секунд. Ну, благо он отвлекается на гриля. Принимает решение, я так полагаю, объехать вокруг этой насыпи. Да, все верно. Убегает он от Леопарда. Там 430, кстати, также ехал. Ага. Повезло. Вот сейчас это, друзья, везение. То, что у Леопарда под калибр просто... не зашел в нашего сегодняшнего героя. Он остается вдвоем с ИС-7. ИС-7 шотный. У него 26 хп. Зарядил кумулятивный барабан. Поскольку у него всего 4 подкалибра. Не знаю, правильно ли это. Но думаю, если стреляться с Леопардом, то скорее всего правильно. Ему реально повезло то, что шот Леопарда ушел в гусеницу. Если бы Леопард дал альфу, скорее всего, бой уже нельзя было бы выиграть. Но здесь победа, мы это знаем. Я смотрел результаты боя. Поэтому давайте досмотрим. 430 я видел, что скатывался с горы на вражескую базу. Пока непонятно, как он поехал. Он мог вернуться на гору, мог поехать сюда. Интересно. Ребята реально молодцы. То есть то, что скооперировались. Батчат правильно делает то, что подъезжает к союзному ИСу. Он может либо использовать его как цель, чтобы в него разрядились и разрядить барабан. Либо же они вдвоем могут дать альфу, то есть это тоже правильно. Я в последнее время заметил, друзья, такую тенденцию, то что
когда я стараюсь играть на союзников, в ответ союзники на меня не играют. Ну, то есть у меня очень мало боев, где союзники реально делали бы те вещи, которые я бы хотел, чтобы они делали. Плюс коммуникации с командой, ну, в чат писать некогда, давайте честно. А если бы в танках была голосовое общение, это была бы жопа просто, мне кажется. Влетает леопардом, начинает его крутить, дает 2 шота, принимает 1 от леопарда. Принимает от 430-го. И вот здесь, друзья, снова везение. Пониженная альфа вылетает у объекта 430. Разряжает последний кумыс. И заряжает 4 снаряда. Я думаю, союзный из 7, скорее всего, умрет. Здесь видно, что игрок нервничает на бачате, потому что, ну, действительно, такая ситуация. Главное, чтобы из 7 дает альфу. 535. Отлично. И вот, друзья, у нас проблема в том, что 430 остается на 2 выстрела. То есть у нас альфа 390 на бачате. Ему нужно каким-то образом пережить одно попадание. Потому что 430 100% даст в него одну альфу. Ну, в этом бою видим, что уже в который раз включается везение. Интересно, как он реализует свою машину. У бачата, напоминаю, очень хорошая маскировка. Действительно, она прям рекордная, я бы сказал, для десяток. Ну, у К-91, думаю, лучше будет однозначно. Но среди большинства СТ-шек он обладает реально очень хорошей маскировкой. Поэтому, я думаю, исход будет таков. Он пересветит его и убьет. Или же влетит, скрутит и убьет. Поэтому напишите, поставьте бой на паузу, напишите, какой будет исход, а я почитаю, друзья. Если, конечно, вам это интересно. 6 фрагов у нашего сегодняшнего героя есть, 5900 урона. И в этом бою, опять же, это будет победа. Но давайте посмотрим, как он это сделает. Принимает решение занять гору. Думаю, это правильное решение. С горы очень хороший открывается обзор. То есть он видит спокойно перекатку. Вот эту. Видит мост, видит низину. Не видит, к сожалению, свою базу. Но видим, что 430 не стал придумывать велосипед, стал просто на захват. Это правильно, то есть зачем гоняться за противником, если можно встать на захват и ждать его. Светится здесь 430. Позицию выбрал он не самую лучшую однозначно. То есть видим, что я переключил прицел. Поэтому мы не видели первый выстрел, так именно. Дал альфу по 430-му, сделал его шотным для себя. То есть они по хпшкам выровнялись. Он закатился, я думаю, за гору. Минута остается... 54 секунды до конца боя. Нужно ехать вперед. Потому что 430 перекатился за скалу на базе. Ну, нужно заходить как-то нестандартно. Бачат, благо, позволяет из-за того, что есть отличная динамика. Я напоминаю, максималка 65. Ставить турбину на этот танк, я думаю, это излишество уже, потому что у него хорошая очень удельная мощность, и турбина будет явно лишней. Ну, видим, что он переигрывает пока что. Нужно заходить в спину 430. Главное, чтобы он не стоял сведен сюда. Или сведен сюда. То есть, скорее всего, он будет ждать его со стороны горы справа. То есть он, если стоит здесь, думаю, повернут куда-то сюда или сюда. Главное, друзья, когда остаетесь 1 на 1 или 1 против нескольких противников, мыслить нужно нестандартно. То есть стараться отходить от классических разъездов и придумывать какие-то более новые современные методы. Везет ему. Вот здесь реально повезло, потому что выстрел с полусведения очень повезло. Бачат часто так не попадает. В этом бою, друзья, мы видим то, что реально было много везения, но в целом, я считаю, бой получился очень даже интересно. Если вы со мной согласны, палец вверх, подписка, любой комментарий. До новых встреч в эфире. Смотрите результаты боя. Пока-пока.